Он долго жил с ощущением, что должен быть понят, не обязательно принят, хотя бы объяснен. Если он молчал, ему нужно было объяснить, почему он молчит. Если уходил, объяснить, почему не остался. Если выбирал не то, что ожидали, найти слова, которые сделают этот выбор безопасным для других. Он не замечал, как часто оправдывается. Не потому, что виноват, а потому, что привык. Привык к тому, что его чувства требуют перевода, что его решения нуждаются в комментариях, что его границы должны быть аргументированы. Он объяснял себя мягко, вежливо, иногда слишком подробно. Он подбирал формулировки, чтобы никого не задеть, чтобы не показаться грубым, чтобы не выглядеть странным. И долго считал, что так выглядит зрелость. Но со временем объяснений становилось больше, а спокойствия меньше. Он замечал, что чем больше говорит, тем меньше его слышат. Слова накапливались, но не создавали ясности. Появлялось чувство, что он все время находится на внутреннем экзамене, как будто мир держит перед ним лист и ждет правильных ответов. «Почему ты так чувствуешь? Почему ты так поступил? Почему ты не как все?» И он отвечал снова и снова. Но однажды вопросы перестали приходить извне. Они поселились внутри. Он начал объяснять себя даже тогда, когда никто не спрашивал. Перед зеркалом, в тишине, в мыслях. Он оправдывал свои желания, сомневался в своих реакциях, сглаживал свои импульсы. И именно в этот момент он впервые почувствовал глубокую усталость. Не физическую, экзистенциальную. Как будто всю жизнь он говорил не на своем языке. Он начал замечать, что объяснение — это не всегда про диалог. Часто это про страх. Страх быть неправильно понятым. Страх быть отвергнутым. Страх показаться неудобным. Объясняя себя, он пытался сохранить связь. Но связь, которая держится на постоянных оправданиях, рано или поздно истощает. Он стал внимательнее к моментам, когда начинает говорить лишнее, когда добавляет фразы, чтобы смягчить, когда заранее извиняется за свое существование, когда чувствует, что защищается, хотя на него не нападают. И однажды он просто остановился. В обычном разговоре, без драмы. Его спросили, почему он сделал такой выбор. И он понял, что не хочет объяснять. Не потому, что нечего сказать, а потому, что объяснение ничего не добавит. Он ответил коротко, честно, без оправданий. И внутри произошло что-то новое. Не облегчение, а тишина. Как будто впервые не нужно было доказывать, что он имеет право быть собой. Он начал замечать, не всем нужны объяснения. Некоторые спрашивают, чтобы понять, а некоторые, чтобы оценить. И это разные вещи. Он понял, что желание быть понятым не должно превращаться в обязанность быть понятным. Есть вещи, которые не переводятся. Есть чувства, которые нельзя уложить в слова так, чтобы они устроили всех. И это нормально. Он перестал объяснять свою усталость, свое «не хочу», свое «мне достаточно». Он не стал резким, не стал холодным. Он просто перестал растворяться в комментариях. И с каждым таким моментом внутри появлялось новое ощущение. Ощущение опоры. Он понял, что, объясняя себя миру, он часто предавал себя, сглаживал острые углы, уменьшал значимость того, что для него важно, сомневался в очевидном. Теперь он позволял себе быть не до конца понятым. И это оказалось не катастрофой, а свободой. Кто-то одолился, кто-то остался, кто-то стал ближе. Но самое важное, он перестал терять себя в процессе общения. Он понял простую вещь: когда ты спокоен внутри, тебе не нужно убеждать. Тишина становится достаточной. Он больше не чувствовал необходимости объяснять свои паузы, свои перемены, свои границы. Он научился останавливаться в середине фразы и не продолжать, если продолжение не из истины, а из страха. И в этом родилось спокойствие. Не громкое, не показное. Спокойствие человека, который знает, что его жизнь не презентация, что он не обязан быть понятным каждому, что близость не строится на бесконечных объяснениях, она строится на присутствии.
И если присутствие есть, объяснения не нужны. А если его нет, никакие слова не помогут. Он понял, что объяснять себя — это выбор, а не долг. И что иногда самое честное объяснение — это молчание. В этом молчании нет закрытости. Есть уважение к себе и к другим. Потому что когда ты перестаешь объяснять себя миру, ты наконец начинаешь слышать себя. И в этом рождается настоящее внутреннее спокойствие.